Народ, всем привет! В предыдущем видео я рассказывал о том, как мы строили фронтон, начинали перекрытие и рассказывал про стоимость нашей коробки. Ну а дальше мы продолжаем крышей. Стропила для крыши, а именно вот такие вот ашки, мы начали, как я рассказывал, собирать на земле. Одна была собрана изначально, когда мы строили фронтон, и дальше по образцу мы собирали все остальные. Как вы видите, у нас получается, надо сделать еще 5 штук и затянуть их наверх. Очень помог в строительстве крыши сосед. Один бы на самом деле не справился, потому что вещи достаточно тяжелые, и делать нужно все ровненько и аккуратненько, а опыта в этом, к сожалению, нет. Вот мы сделали такие вот ашечки из бруса 50 на 150. Все это заранее, конечно же, было пропитано пропиточкой. Все затянули, поставили по нитке. И в дальнейшем на это будет крепиться сначала пленка, ну а после уже делается обрешетка и крепится металл. Крышу мы делаем из металла. Изначально ставится планка капельника. После будем сюда уже спускать гидроизоляцию. Когда будете делать такие вещи, ни в коем случае не перепутайте гидроизоляцию с пароизоляцией. Это абсолютно разные пленки. В данном случае используется гидроизоляционная мембрана. Ну а вот тут уже можно посмотреть, как начиналась собираться крыша. После того, как по непосредственно стропилам была протянута вот эта гидроизоляционная мембрана, она была прибита сначала степлером, потом ставились планочки вдоль стропил, и поверх уже набивалась обрешетка. Внутри это выглядит вот так. Как видите, с одной стороны накрыли пленкой, с другой еще все в процессе. Саму крышу мы делали на самом деле достаточно долго. Так получилось, что у соседа было достаточно мало времени, и то он был занят, то я был занят. Делали мы ее почти месяц такими частями и рывками. И чтобы не терять время, допустим, когда его не было, я начинал заниматься непосредственно перекрытием. Как видите, нужно обязательно выдерживать вентзазор между гидроизоляционной пленкой и обрешеткой. Нужно это для того, чтобы на металле, если будет скапливаться конденсат, а он будет, но он будет скатываться по пленке вниз. Не будут гнить наши стропила. Крышу мы делаем с нахлестом на старый дом. Причем нахлест получится достаточно большой, около метра. Сделано это тоже на самом деле специально, чтобы ни снег туда в дальнейшем не задувало, ни ветер, ни дождь. На самом деле перестраиваться к чему-то достаточно сложно, потому что старый дом кривоват, и даже вот крышу пришлось сделать заведомо кривую. Она с одной стороны на 3 см выше, чем с другой, чтобы попасть ровно в тот стык по старой крыше. Думали, может еще как-то обустроить чердак. Но по факту там не встать в полный рост получается. К сожалению, не хватает высоты. Ну вот и тут я хотел показать, что стропилка вся собрана ровненько. Бревно к бревну. То есть металл будет накрывать достаточно легко. Тоже интересная деталь. Крышу мы будем делать из металлопрофиля. И к ней идут достаточно много разнообразных погонажных изделий. Это всякие торцевые планки, капельники, конек. Все это с завода закатано в пленку. И я замучился отдирать эту пленку защитную. Я целый день потратил, чтобы отделить примерно 20 деталей.
Так выглядит обрешетка с обратной стороны дома. Причем, как вы видите, обратная сторона дома у нас получается северная. Старая крыша уже откровенно покрыта мхом. В следующем году, я думаю, нужно будет все это дело чистить и в дальнейшем красить непосредственно в цвет новой крыши. Опять же, пока было свободное время, я начал постепенно зашивать перекрытие. Досками подгоняю ровно под уровень гидроизоляционной пленки, и в дальнейшем все это дело будет утепляться. Сначала снаружи будет использоваться вата поверх пенопласта. Опять же, чтобы не терять время, начал делать зашивку перекрытия непосредственно внутри самого помещения. Делается это достаточно просто. Берем пароизоляционную пленку, ее непосредственно крепим к нашим стропилам, к нашему перекрытию, простите. Потом я использовал 10-сантиметровую вату изовер. Вату раскатывал непосредственно уже по пленке. Сверху опять набивалась пленка. И в дальнейшем поверх стелились доски. Металл для крыши мы используем 0,45. Покупал я 4,5 длиной листы, сразу чтобы не было стыков. И вот так вот уже начали накидывать листы на крышу. Как видите, у нас лист идет от конька до самого низа крыши. Не будет никаких стыков. Так гораздо надежнее. Ничего не будет течь. И вот уже зашита одна сторона. На одну сторону у меня получилось 5 листов. А со стороны улицы у нас выступ идет на полметра, даже где-то 40 сантиметров. И в сторону дома еще на метр мы заходим на старую крышу. Окрасить ее в цвет нужно будет обязательно. И как видите, у каждого свои забавы. Пока кто-то строит, кто-то летает. А я в этом сезоне так почти и не полетал на своем квадрокоптере. Кому интересно, видосы про него вот на этом канале. Подсказочка будет сверху. Продолжаем зашивку перекрытия. Все утепляется ватой 10-сантиметровой, зашивается в дальнейшем пленочкой пароизоляционной и поверх доски. Доски. Получается достаточно быстро. На самом деле все перекрытие я зашил за 2 дня. А это чердак старого дома. Темный, страшный и ужасный. Этим стропилам больше 50 лет. И хоть бы хны. Все стоит как новое. А потому что сухо. Металлическая крыша нагревается, и дерево внутри постоянно сухое. Слава богу, ничего не течет. А где текло, все уже давным-давно замазано. Ну а вот результат по самому перекрытию. Все аккуратненько утеплено и зашито. Даже немножко осталось ваты. Теперь мы имеем теплое перекрытие и теплый потолок. Вот так это выглядит из помещения. В дальнейшем еще подумаем, как обыграть интерьер. Может быть, накрепим гипсокартон. Может быть, сделаем глянцевый пластиковый потолок, как мы это сделали в доме. Тут уже полет фантазии. Пока еще не придумали, как сделать дальше. Ну а вот конечный результат по крыше. Уже установлены конек и торцевые планки и снегодержатели. Получилось все очень аккуратненько и красиво. Надеюсь, прослужит очень долго. Изначально я хотел делать односкатную крышу. Но, так подумав, сделал именно двухскатную. Двухскатную крышу гораздо проще обслужить. Всегда есть выход на чердак, есть дополнительное помещение, что-то сложить. А по деньгам плюс-минус получается одинаково, если что. Крыша на данном этапе стал самым дорогим узлом. Если забегать наперед, то могу сказать одно. На дерево, на металл, на крепеж, на все вот эти вот пленочки, ваты и так далее, крыша плюс перекрытие, на все это дело у меня ушло почти $2000 США. На стену примерно 1000, на фундамент примерно 1000. А на крышу, как видите, 2.
Вот такие пироги, дорогие друзья. Крыша готова. Дальше ставим окна, двери и утепляемся. Ну, об этом уже в других видео. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание. А мы продолжаем. Всем пока!